Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Неожиданности и сюрпризы мая. Вот так у нас будет называться наше с вами видео. Перемены на пороге. И мы рассмотрим на двух колодах карт совершенно разных по энергетике. Первая колода — это у нас будет старинный цыганский пасьянс, которому очень много лет, несколько десятилетий. И на колоде Таро мы немножко раскроем некоторые вопросы, потому что колода цыганского старинного пасьянса нам раскрывает событийный ряд. Но надо сказать, что в целом май месяц как раз более позитивным для нас предполагается. Это более доброе небо с множеством перспектив, возможностей на будущее. И мы это прочувствуем уже с первых дней мая. Обусловлено это первое — Марс в Овне, который благоприятствует решительным действиям. Для вас, мои дорогие близнецы, Меркурий также в Овне будет до 15 числа. И это для всех нас, ну и для вас конкретно особенно, потому что все же это ваша планета, управитель Меркурий. Так вот, Меркурий до 15 мая нам внесет больше ясности в нашу жизнь. Какой-то предыдущий период, за время нахождения почти целый месяц Меркурия в ретро-движении, многие вопросы мог поставить на паузу, или какая-то ложная информация, или была какая-то путаница, а здесь все постепенно встает на свои места. Венера в знаке Телец, в одном из знаков, где она себя чувствует наиболее комфортно. И значит, вопросы личной жизни в мае месяце, вопросы благополучия и денег обещают добрый период и возможности. Но, пожалуй, основная конфигурация, которая состоялась несколько раньше, 21 апреля, когда две серьезные планеты Уран и Юпитер встретились в знаке зодиака Телец. И все то, что в Тельце происходит, это всегда про наше благополучие. Так вот, эта дата, это не есть само по себе число в истории. Это новая точка отсчета. Это смена парадигмы. Это продолжение последующих перемен. Своеобразный трамплин в будущее для всех, для нас. Благополучие для каждого из нас. И где-то настоящий поворотный момент, который тоже в последующем будет развиваться по-своему. Но от нас это все потребует как и адаптации, так и гибкости. Вот давайте мы посмотрим сначала на картах цыганского пасьянса. И кто давно смотрит мой канал, меня некоторые просили: верните пасьянс. Ну вот, наверное, настал час. Я решила сделать такое видео неожиданности и сюрпризы. И эти карты, они как раз и показывают то, что могут быть как, ну, сами по себе события, без какой-то подоплеки. И я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какую-то подсказку вы для себя увидите, мои дорогие близнецы. Что же для вас неожиданности и сюрпризы, если мы заявили в видео такие вопросы, вот пусть нам карты раскроют. Неожиданности и сюрпризы мая для близнецов. Как видят карты пасьянса. Буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие близнецы. Не всегда отвечаю, но поверьте, очень благодарна, что вы пишете. Всегда внимательно читаю. Итак, смотрим сразу. Какие-то судьбоносные перемены. В этих картах крест – это судьба. Что-то вам тут по судьбе. Решить какие-то вопросы. И, может быть, те вопросы даже, которые нам не говорят, что все легко и просто. Какие-то переживания. Может быть, это то, по чему вы уже где-то в апреле начали, приложили усилия, и что-то у вас не решалось. Давайте продолжим. Будем видеть, в каком контексте для вас разворачиваются события. А правда у вас что-то решается, мои дорогие близнецы? Вот то, почему вы переживали, смотрите, череп — это всегда наше внутреннее переживание. Это не есть что-то глобально важное, но это то, что нам не дает покоя. Вот так нудно нас где-то изматывает. И на смену вот этому приходит радость, венок, мои дорогие. Есть еще одно значение. Венок, когда с крестом выпадает, свадьба.
у кого-то или, ну, не буквально свадьба, но может быть как новый жизненный этап в ваших отношениях. И правда, по Венере в Тельце, и в Тельце у нас не только Венера, тут еще компоновка идет, как и Уран, и Юпитер. Какая-то личная история может, ну, совершенно по-другому у вас иметь продолжение. Для кого-то дружба была, а перейдет новый статус, или вы просто решите жить вместе, или по части личной жизни какие-то согласования важные можете произвести, подписать важные документы, какие-то вопросы решить. Замечательно. И именно те, скорее всего, по которым были вот эти переживания, по которым был период неопределенности, или, ну, как пауза какая-то. Здесь все встает на свои места. Здорово. Идем дальше. Сказать, что если вы куда-то собирались, мои дорогие, или вы думали, что к вам кто-то приедет, посмотрите, вряд ли в мае это будет осуществимо. Все-таки закрытый путь нам показывают, рядом у нас ангел. Может быть, есть какой-то очень важный человек в вашей жизни, или буквально помощь высших сил, да, вот в какой-то ситуации. Но есть еще и то, что еще пока в мае вы не можете преодолеть. Может быть, в силу сложившихся обстоятельств, которые от вас не зависят. Все-таки есть тот момент, когда, ну, не так все быстро получается, как вам бы этого хотелось. Давайте идем дальше. Вы тоже смотрите, какие карты, значения карт. Потому что я могу что-либо прошляпить, не увидеть. Хотя смотрю очень внимательно. Есть любовь, мои дорогие. Близнецы. И сердце выпадает. Это нам говорит о том, что, ну, какая-то история ваша личная, в личной жизни будет, безусловно, продолжена. Или есть любовь. Есть радость, нежность, внимание, благополучие. И знаете, какой-то важный документ вы еще получите. Кто-то мог переживать из-за того, что сам по себе документ не был готов. А вот здесь, смотрите, вот переживания у нас выпали, да, я сказала, потом у нас выпадает вино, как радость, решение вопроса. И вот какого вопроса нам карты поясняют, выпадает пакет, это как раз и означает либо важная бумага в вашей жизни, либо какие-то согласования. У кого-то это может быть как работа, контракт вы подпишете, или еще то, что мы оформляем де юре. Вот вы сможете сделать. Да, может быть, не так быстро все складывается, как вы бы хотели, мои дорогие близнецы. Но, в принципе, знаете как, вот действительно трамплин. Постепенно вы набираете темп. Постепенно все встает на свои места. Может быть, и хочется все ускорить. Но, наверное, всему свое время. И я вот смотрю, пока с вами разговариваю, я не вижу других совпадений. Если увидите вы, вы мне можете написать. То есть все то, что я озвучила, оно остается в силе. Но последний штрих, посмотрю, что еще нам могут подсказать карты. Нет, все остается на прежних позициях. Но это тоже немаловажно. Очень какой-то важный вопрос, судьбоносный у вас закрывается, и для вас это и радость, и приятные какие-то эмоции. Это как открытый путь к чему-то, к получению документов. Но есть и то, что либо вы не можете куда-то поехать, либо кто-либо к вам не может приехать. Есть еще какой-то пункт, ну, который вам придется закрыть. Хотя, как знать, может быть, и как раз это будет отмена какой-то поездки, и вы обрадуетесь, ведь тут у каждого по-разному. Давайте мы раскроем, что вам придется, если у нас май наполнен планетарными транзитами, событиями. Вот мы достанем карту, что вам придется организовывать, что вам придется адаптировать, если мы говорим про неожиданности, чем заниматься или какая сфера жизни наиболее активно у вас будет в центре внимания. Ваше решение. Вот какое-то очень важное решение вы, может быть, уже сделали и ждете, когда будет готов документ. Для кого-то из вас получение денег
и вы получите. Вы получите, как и документ. Кстати, иногда вот этот пакет говорит о крупной сумме денег, и для кого-то из вас это тоже проиграется, а тем более с дополнительной картой туз пентаклей. Но пентакли — это у нас все вопросы благополучия, обустройства где-то нашего быта, счастливые обстоятельства, какое-то стечение обстоятельств для вас будет в течение мая, мои дорогие близнецы. И правда, что-то такое глобально увесисто хорошее. Либо вы получите, либо вы осуществите, либо деньги получите. И тут не просто радость, а когда это уверенность. Уверенность в завтрашнем дне. Но вот свою жизнь в плане благополучия, уюта, вот как дом, да, вопросы дома, вы будете что-то согласовывать, решать. Как и документы, так и финансы. Все со знаком плюс. Как будто сразу нам про результат говорят, что близнецы останутся довольны. Но есть еще и 1000 неопределенностей. Вот что-то вы не сможете так быстро осуществить. Но когда выпадает карта Луна, нам всегда говорят о чем? Это временное состояние. Первое, слушайте свою интуицию. Она будет у вас работать безотказно. И если мы говорим, интуиция — это что? Это интеллект и прежний наш опыт. Поэтому опираясь на прежний опыт, не в плане там какой-то глубокой философии на мелком месте, а когда это то, что более рационально. И интеллект — это про вас, мои дорогие близнецы. Вот ваш, видимо, мозг будет работать очень быстро, вы быстро будете анализировать обстоятельства, так складывается, некогда будет скучать. Но есть еще то, что вы примете во внимание и скажете: нет, вот этому не время. Вы сами это где-то увидите. По этой карте мы как раз и обустраиваем свое жилье, или то место нашего комфорта, или как мой дом, моя крепость. И вопросы личной жизни решаются прекрасно. Но есть еще и то, что должно пройти какое-то время. Более ясно что-то будет с течением времени именно. Или какой-то вопрос должен решиться спустя тоже какой-то период времени. Поэтому есть и то, что ускорить не придется. Себя адаптировать к какому-то, возможно, ожиданию или посмотреть рационально. То, что, ну да, не все в моей власти. Будьте мудрыми. И об этом нам тоже говорит карта. Давайте мы спросим, такой вопрос зададим. Что продолжится, или какие перемены на пороге, события будущего, что на последующий период, какие сферы жизни, или что для вас тут карты приготовили. Да, правда, ожидания есть, мои дорогие близнецы. И несколько карт нам говорят. Вот смотрите, 2 карты в позиции именно второго говорят и на цыганском раскладе. Поэтому себя не загоняйте в угол, если какой-то вопрос у вас не решился. Или одна из ваших бумаг не подписалась вот именно теперь. Ну, стало быть, есть такой момент. И надо быть гибкому, мудрому, внимательному. Но по 7 пентаклей это ваша сильная позиция. Удерживать придется все то, что вы достигнете, или то, что вы к чему-то приступите, или сумеете согласовать. Вот здесь все на укрепление. Все-таки 7 пентаклей, помимо паузы, еще и говорит о вынужденной передышке. Может быть, каком-то отдыхе. Отдых для вас будет тоже важен на последующий период. Правда, себя не загнать. События будущего. Решение вопросов как по части финансов, так и может быть в вашем социуме, в вашем обществе. Среди ваших знакомых есть люди, с которыми вам даже не очень хочется общаться. И как раз по 5 пентаклей нам говорят: а придется. И очень важно... Если, допустим, это тот человек, когда вы вынуждены что-то с ним согласовывать, так вот, а прежняя ваша история с ним или какие-то контакты оставляют желать лучшего, то тогда вы можете с ним примириться или нейтральные позиции какие-то как перемирие заключить. По 5 пентаклей вы можете решить финансовые вопросы, но как будто для близнецов деньги вы получаете. Но для вас будет ощущение, правда, я скажу, ведь это карта недостатка. Вам может быть мало денег, мои дорогие, и мало общения, или мало взаимопонимания с конкретным человеком. Есть возможность что-то продолжить, как и по деньгам, и вы, скорее всего, продолжите. Это у кого-то будет по заработку. Я хочу изменить кардинальным образом свое финансовое состояние.
для кого-то из вас это найти баланс с нужным человеком, найти примирение, может быть. Давайте события будущего, и это будет важно именно на последующий период. Значит, есть какие-то контакты. Деньги вы получите, у вас по нарастающей идет. Но знаете, мои дорогие близнецы, как будто будет такой момент, у вас ведь все неплохо. А вы можете сказать, нет, вот правда мало. Или мне бы хотелось, чтобы это было в каком-то другом контексте, в другом ключе, в какой-то другой позиции. А девятка пентаклей, мы на будущее смотрим. Это карта самодостаточности. Это то, когда мы довольны сегодняшним днем. И карта прогресса на будущее. Это, в принципе, сильная позиция. Поэтому в будущем, правда, прогресс какой-то обеспечен. Ну и планетарно-то для вас тоже очень удачный период. Но есть те моменты, те вопросы, темы, которые вам придется еще решать, закрывать. Но все равно все получится. Я бы сказала, тут единственный минус из всех выпавших карт – это именно момент паузы ожидания. Но это не та пауза, когда вы словно топчетесь на месте и не можете принять какое-то решение. Нет, это объективная реальность какая-то вокруг вас, как документ, когда мы вынуждены ждем, печать там кто-то должен поставить, подпись, или когда определится тоже какое-то действие, помимо ваших желаний. Давайте карту совета станем для вас, мои дорогие близнецы. Не заглядывай, даже не оглядывайся назад. Карта трансформации. 13-й аркан, понятно, что нам здесь не про смерть говорят, а больше это все-таки про совет. Не пользуйся прежними методами, которые ты применял раньше. Ну и, понятно, не оглядывайся в прошлое, потому что ты там не найдешь ответов. Совершенно новый алгоритм взаимодействия с людьми, совершенно новые возможности для вас на пороге. Не пытайся где-то решить одни проблемы, все проблемы одним махом, одним разом. Все-таки всегда по 13-му аркану искусство мелких шагов. Когда мы что-то сделали, себя поблагодарили, себя похвалили, мои дорогие близнецы, осмотрелись, правильно оценили обстановку, оценили правильно наше окружение, и только потом движемся дальше, ведь это в карте совет. Вот, наверное, искусство мелких шагов для вас будет важно, хотя периодически ситуация может и убыстряться. Или иногда вас может одолевать какие-то, как сомнения из-за того, что хоть и до 15 числа Меркурий как раз в Овне, ваша планета, и мы говорим больше ясности, может быть, во второй половине мая, или есть еще какие-то вопросы, когда вы думали, что что-то решится быстрее, а оно возьмет, еще какую-то паузу может создать, и поэтому придется обождать. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.